Почему поющий бархан называется поющим? Как побывать на Марсе, не покидая нашу планету? И где находится второй по величине каньон в мире? Меня зовут Ануар Нурпиисов. Я отправился в очередное путешествие, чтобы вы восхитились и сказали «Вау, Казахстан!». Конец августа. В Алматы жара начала уже спадать, а это самое время отправиться в путешествие по новому маршруту. Чтобы повторить наш путь, вам понадобится подготовленный джип или кроссовер. Наш путь будет пролегать через национальный парк Алтын-Эмель, затем мы выедем в поселок Айдарлы и через Чунджу заедем в Ясеневую рощу, а закончим наш путь на Чарынском каньоне. В этих местах я был уже несколько раз, но интересно узнать, какие новые открытия мы сможем совершить в этой поездке. В поселке Башы не так развит общепит, но сказали, что есть два места, где можно пообедать. И одно из них — этноаул. Наскоряк поели, можно ехать дальше. Этноаул, конечно, громко сказано. Скорее, этноаул в ауле. Предприимчивость местных достойна уважения. Но жареные манты, по мнению 5 человек из 6, были слишком жирными. Моя средняя оценка — 4 из 5. Как только мы заехали на территорию национального парка Алтын-Эмель, нам неожиданно повезло. Где-то там вдалеке виднеются фигуры животных, и непонятно, то ли это лошади, то ли сайгаки. Но мы запустим дрон, чтобы узнать, кто же там стоит. Вау. Че это? Ну это точно не сайгаки, не джейраны. Какие-то куланы, что ли? Да, это были они. Те самые герои мультфильма моего детства «Аксак Кулан». Здесь обитает самая большая популяция куланов в мире. Поэтому берите с собой бинокль. Здорово. Вот это сафари. Кайф. Первый вау на нашем пути — поющий бархан в национальном парке Алтын-Эмель. До сих пор непонятно, откуда и как он здесь появился, но это не умаляет его красоты. Поющий бархан, или на казахском айгай-ком. При сухой погоде, когда песок медленно сыпется вниз, можно услышать гудение бархана, похожее на низкие ноты органа или звук взлетающего самолета. Особенно это место нравится тем, кто любит фотки в стиле «Мама, я в Дубае». И для этого не нужно иметь папика. Какие чувства возникают у человека при виде самой большой песочницы в Алматинской области? Чувство полной радости и приближающегося веселья. А какая мысль возникает у человека, который любит походы в горы? Забраться на эту песочницу. В начале восхождения я был полон оптимизма. Был уверен, что с легкостью забегу на бархан. Но в какой-то момент что-то пошло не так. Дали о себе знать жареные манты из села Башы. И с каждым шагом манты давали о себе знать все больше и больше. И вот иду я, маленький человек, с маленькими жареными мантами в себе, и думаю, за что? За что мне такие испытания? Поющий бархан — самая недооцененная песчаная гора в моей жизни. Главная сложность восхождения в том, что ваши ноги постоянно проваливаются, и на это уходит много энергии.
Поэтому идите не спеша, а не как ваш покорный слуга. Соншама асығып, куда спешил, непонятно. От восхождения на поющий бархан счастья полные носки. Если вы думаете, что это горочка, легко зайду на нее, ничего подобного. Если у вас есть лишний килограмм, который вам нужно сжечь, то просим милости. А так не стоит. Но взойдя на самую вершину, я понял, что ошибался. Еще как стоит попотеть, и ты заслужишь этот красивейший обзорный вид. И только на обратном пути я догадался, какой самый надежный вид передвижения надо было использовать. Жалан аяк. Управляй песком. Мы планировали сегодня заночевать в палатке, но погода испортилась, и нас приютил инспектор. Есіміңіз кім болады? Үмбетшенов Рауан. Вот. Рауан, рахмет. Спас нас сегодня от дождя. Мы покинули туристический маршрут и проехали вдоль реки, чтобы сократить путь. Но вы так не делайте. Без специального разрешения нацпарка на этом блокпосту вас развернут обратно, и вы останетесь без такого ужина. Благословит тебя Бог, Айжан. Этим утром я раскусил, в чем прелесть работы инспектора в нацпарке. Только представьте, вы живете в дикой природе, вам платят зарплату, вы окружены домашними и не совсем домашними животными, вокруг нет суеты, и вы спите в экологически чистом месте. Что-то я еще не проснулся, и у меня есть идея, как это сделать более эффективным способом. Местная красотка – река Или. Для жителей Алматинской области река Или практически как индийский Ганг. Ее почитают и уважают все живые существа этого ареала. И что там? Дорогу будешь показывать? Как вы начинаете свое утро? С чашки кофе или чая? Я же стараюсь его начать с восхищения. А на берегу реки Или это сделать очень просто. Ну это прям утренний вау. Красота. Такая блажь, вообще тишина. Жалко, я с собой не взял плавки. Но кто меня остановит это сделать без плавок? И ведь действительно, кого стесняться в этой глуши? Птиц местных, деревьев или рыбок? Главное, не поймать какого-нибудь сазана на живца. В этих местах течение реки такое приятное и спокойное, что можно плыть в удовольствие даже против течения. В вашем населенном пункте нет нудистского пляжа? Мы едем к вам. Все вокруг мне напоминало африканские саванны, где мог бы развиваться сюжет мультфильма «Король лев». А развитию нашего сюжета помогла молодая семья, которая каждый день живет в гуще дикой природы и охраняет ее сохранность и покой. Инспектор Рауан указал нам путь на следующую вау-точку. Если вы находитесь в национальном парке Алтын-Эмель, то обязательно заедьте в место под названием 700-летняя Ива. Это некий оазис посреди национального парка. Здесь можно укрыться от жары, набрать воды в источнике и при необходимости переночевать в палатке. Здесь очень классная атмосфера, свой микроклимат. В общем, рекомендую. Только вдумайтесь, эта ива растет здесь уже 700 лет.
Чтобы дерево не погибло от своего веса, под уязвимые места поставили опоры. Но самое интересное — это дивный лесок, который сформировался вокруг этой ивы. Этот оазис для меня красивая аллегория. Если ты будешь сильным и будешь защищать своей тенью остальных от палящего солнца, то к тебе потянутся, и вокруг тебя всегда будет жизнь. Набрав запасы воды, мы отправились на следующую локацию. Наше следующее вау-место — скальное образование Катутау. Сюда не так часто приезжают туристы, а зря. Горы Катутау — это не просто скальное образование, а целый арт-объект природы. Это горы вулканического происхождения. Лава застывала и придавала горам неповторимый облик. Места эти когда-то были заселены древними людьми, и это чувствуется. Я бы смог сделать тут шалаш и жить, если бы жизнь заставила, но сейчас это огромный мегаполис для других жителей. Катутау. Что-то особенное есть в этом месте. Поэтому безоговорочное вау. Если вам нужно где-то приютиться у гор Ахтау или приготовить еду, то здесь находится домик сторожа. Он, по секрету, вам всегда открыт, поэтому заходите туда. Но главное, не сорите за собой, ничего не оставляйте. Просто воспользовались, в чистоте также вернули. Там наш сейчас гид готовит еду, посмотрим, что он там готовит. На территории нацпарка Алтын-Эмель дико и нет ни одной кафешки. Поэтому берите с собой продукты и не забудьте газовую горелку. Макароны с тушенкой в глуши — это кулинарное вау, изыск высокой кухни. Мелс, спасибо. Это была волшебная тушенка. Добро пожаловать в одно из самых аутентичных вау-мест нашей страны — горы Актау в национальном парке Алтын-Эмель. Я здесь был несколько раз, а по жаре идти не особо хочется, поэтому прокатимся с ветерком по местности на специальном транспорте. Проехать по дну древнего океана Тетис на внедорожном электроборде — одновременно мечта и вызов. Но каждый вызов лучше принимать подготовленно. Безопасность прежде всего. Шлем на месте, очки присутствуют. Я готов начинать. Go! Для того, чтобы увидеть вау-вид, мне нужно было подняться на электроборде на высоту около 200 метров. Я рассчитывал, что доеду легко на борде, но я просчитался. Поверхность гор Актау была настолько сыпучая, что колеса то и дело закапывались в землю. Но я не терял надежды, что смогу сделать суперкадры. Местами даже получалось, и я уже был близок к цели. Но напряжение от высоты давало себе знать. И не раз. Но потом я доверился своим навыкам и инстинкту самосохранения. Просто попытался полностью раствориться в процессе. Это было вау. Алтын-Эмель. Не забудьте полюбоваться Красными горами. Они находятся в пешей доступности от гор Актау. Возможно, именно так выглядят закаты на Марсе. Ну а мы продолжаем наш нетуристический маршрут в сторону аула Айдарла. По навигатору Maps.me я нашел отметку на берегу реки Или
и мы разбили там лагерь. У меня очень плохие эти. В этот раз дежурным по кухне был я, и я решил приготовить нечто пооригинальнее, чем Мелс. Это будет картошка с тушенкой. И только на рассвете мы осознали, в каком живописном месте заночевали. Такие виды вдохновляют нас сделать этот мир лучше. Путешествуя по Казахстану, всегда берите запасные мешки для мусора. Ведь всегда найдутся люди, которые были на этих местах раньше, чем вы, и были менее ответственны по отношению к окружающей среде. К сожалению, с каждым годом мусора на туристических точках становится все больше и больше. С таким подходом мы никогда не сможем развивать туризм в гармонии с природой. Но есть выход. Если каждый начнет меняться сам и заражать своим примером остальных, то мусора будет становиться все меньше и меньше. Самый главный принцип – начни с себя. 10 минут работы я собрал уже полмешка мусора. Как результат, чистая территория, на душе приятно и день прожит не зря. Своим добрым делом я улучшил себе карму, и она сработала мгновенно. Добро вернулось мне в виде аккордов к саундтреку этого путешествия. У нас в запасе остался еще один день, чтобы найти и показать вам достойные вашего вау места. Мы проехали село Дарбаскум, где местный жеребец показал мастер-класс, как красиво пить местную воду. Далее мы пообедали в Чунже и приехали в нашу следующую локацию. А по дороге мы встретили пару едущих на велосипедах из Алматы. На тот момент они проехали уже 250 километров, но нас ждал вау-лес. К сожалению, вход в следующую локацию официально закрыт на карантин, но это нас не остановит, поэтому попробуем зайти с неофициальной стороны. В эту рощу попасть не так легко. Это заповедная зона. Но если вам однажды все же удастся сюда попасть, то вы захотите возвращаться в эту рощу снова и снова. Для меня однозначно это место силы. Здесь каждый квадратный метр наполнен энергией древнего леса. В лесу можно встретить естественные каналы и пруды, похожие на сказочные легенды. Атмосфера этого леса уникальна. И это понятно. Возраст этого леса 25 миллионов лет. Ясень сагдийский – одно из древнейших ныне известных деревьев. Ясень пережил даже ледниковый период. Прошло много миллионов лет. Изменялись горы и климат, преображался лик земли, появлялись и исчезали различные животные и растения, а ясень остался все таким же, сильным и величественным. Ясень, словно мудрейший учитель, вдохновляет своим примером, стойкостью и внутренним стержнем, который всем так нужен. Возможно, вам когда-нибудь приходилось видеть людей в парках или в лесах, обнимающих деревья. И вы думали, они что, с ума сошли? Но на самом деле этому есть объяснение. Через объятия вы можете зарядиться энергией дерева. Достаточно пробыть 5-7 минут в объятиях дерева и помедитировать. Да что тут рассказывать? Это надо попробовать и прочувствовать самому. Этот лес пронизан любовью.
каждое дерево защищает нежно тебя от палящего солнца. Для искушенных путешественников по Алматинской области Ясенева роща станет целым открытием. Я рекомендую сюда выезжать с ночевкой на 1 или 2 ночи. Ну а мы едем на последнюю локацию нашего долгого и удивительного приключения. Ну а после рощи мы прямиком отправились туда, где выжжена земля и находится харизматичный, яркий и величественный каньон Казахстана. Этот каньон входит в десятку самых грандиозных каньонов в мире. Кадры с высоты птичьего полета только подтверждают вышесказанное. И исследовать его я буду вновь на моем чудо-транспорте. Как вы догадались, мы находимся в Чарынском каньоне. Это одно из самых популярных мест среди наших туристов. Но я знаю, что среди вас есть те, кто еще здесь ни разу не был. Поэтому этот эпизод специально для тебя. Чарынский каньон. Возраст его осадочных пород 12 миллионов лет. Длина его составляет 154 километра. А самая туристическая его часть называется Долина замков. Собственно, по ней я сейчас и еду. Ну а пока у меня нет джетпака, полетаем над каньоном с помощью FPV-дрона. Длина туристической тропы 2 километра. Во время ее прохождения вы будете бесконечно повторять слово из 3 букв. Вау! Несколько рекомендаций по посещению Чарынского каньона. Во-первых, приезжайте сюда лучше после обеда. В это время дня не так сильно жарко. Во-вторых, именно после обеда Чарынский каньон начинает наполняться красным цветом. И в-третьих, берите с собой воду, потому что здесь очень жарко и хочется всегда пить. Но, как оказалось позже, я не знал о местных нововведениях. У меня на каньоне не было 2 года, а за это время здесь установили кран питьевой воды. Развиваемся. Радует, что идет улучшение инфраструктуры парка. Но над дизайном и качеством беседок я бы еще поработал. Чарынский каньон зарекомендовал себя как популярное туристическое направление. В выходные сюда приезжают до несколько тысяч туристов, чтобы увидеть своими глазами чудо природы. И это вау в жанре хорошего вестерна. Но, как и в любом вестерне, победитель получает все. А турист, который дойдет до конца тропы Долины замков, будет награжден чудесным финалом. Я не исключение. В конце пути вас ждет вот такой прекрасный оазис, где вы можете отдохнуть, умыться в реке и в очередной раз сказать: черт возьми, в какой прекрасной стране мы живем. С вами был проект «Вау, Казахстан». До новых встреч. А напоследок я спою о нашем маленьком, но таком насыщенном путешествии. Когда спадет жара, и значит нам пора отправиться туда, где горы из песка. Уверен, скажешь вау от вида Кату-Тау. И следующий свой вау поймаешь ты у города. Алтын эмель, мой эпицентр марсианских земель. Алтын эмель, надеюсь, там не построят отель. И сказка наяву, когда в тебя гляжу.
Там ясень ждет тебя, где ясень обнял меня. И вот уже закат, и все туда спешат увидеть зрелище, чтобы снова стать тем детищем. Каньон-чара, каньон-чара, я как ковбой из кинокартин. Каньон-чара, каньон-чара, ты даришь мне свой вау-витамин. Алтан Эмель, надеюсь, там не построят отель.